Перегрузки вжимали тело в кресло, наваливались бетонной плитой. Мягкий голос Леты сообщил о переходе синергетических двигателей на безвоздушный режим. Пройдена тропосфера, пройдена мезосфера, пересечена линия Кармана, вход в радиационные пояса. Пилот посмотрел на экран состояния активной радиозащиты. Просто из паранойи здесь, как и во всем остальном, царило полное спокойствие. Но любой космонавт, как он считал, должен быть немного параноиком. Лететь в космос – это как в одиночку пересечь Тихий океан. Только расстояние больше. И рядом нет никого, кроме Леты. Его компьютера. Одиночество. То, ради чего он устремлялся в глубины Вселенной, смеясь над убогими землянами, которые в поисках того же тщетно пытались найти свое место в джунглях и пустынях. Все это ерунда, не способная сравниться с космосом. Когда знаешь, что до ближайшего человека 100 световых лет, мир кажется пустым. А он ведь и есть пустой. Чего добились земляне? Заселили Тау-Кита? Начали колонизацию Авроры в системе Глизе-667? Фазовые двигатели изобрели больше десятка лет назад, и тогда все СМИ трубили о начале межзвездной экспансии. Но планет пока нашлось всего 6. Таких, где можно было бы жить, не опасаясь схлопотать инсульт из-за повышенной тяжести. Можно привыкнуть разумом, да, но сердцу не прикажешь. Вот и летят такие, как он, исследователи, разыскивая новые миры. Потому что 40 миллиардам человек надо где-то разместить свои задницы. Потому что Земля задыхается от такого количества народу. И человечеству нужны новые миры. Знакомые, друзей у пилота не было, всегда подшучивали над ним. Мол, ты же отшельник, ты ненавидишь цивилизацию. Вот, смотри, есть целая толпа таких же, так они на Аврору стадами убегают, чтобы пожить в деревянных домиках да половить рыбу в океане. Успей сделать то же самое. Пока там еще можно это делать. Пока туда не пришло ракетное лето, уже накрывшее Тау-Кита. Пилота звали Март. Последнее время в мире вновь нарастала мода на странные имена. Детей называли именами персонажей книг, компьютерных игр, а иногда и вовсе нелепыми комбинациями букв и цифр. Ему еще повезло, хотя брат, которому стараниями матери досталось куда более спокойное имя Александр, всегда подшучивал над Мартом. Отчасти потому, возможно, он и стал таким нелюдимым. С другой стороны, он хорошо знал, что такое Март. Март – это месяц. Это слово с древней историей. А чем могут похвастаться другие? Лета пропела о выходе на курс, и ускорение снизилось. Рев синергетических двигателей стих, вместо них заработали куда более тихие магнитоплазменные. «Включай гравитацию», – сказал Март, и мускулы вновь налились тяжестью. Кряхтя он поднялся на ноги. После 2G на разгоне тело казалось невесомым, а при каждом шаге хотелось прыгать. Но так всегда после взлета. Теперь, разогнавшись, остается только ждать. Ждать, пока корабль улетит на достаточное расстояние от земных городов, от диспетчеров, специалистов ЦУПа и еще 40 миллиардов душ. Чтобы можно было смять пространство в горсти и улететь совсем далеко. Туда, где его никто не достанет. «Лето», – позвал Март. «Слушаю», – откликнулся голос. «Доложи о состоянии корабля. Все системы в норме». Март ждал, но Лето умолкло. Значит, все действительно в порядке. Компьютер его корабля не позволял себе лишнего. Лето он впервые встретил 2 года назад. До этого Март сперва долго пилотировал грузовые корабли на Тау-Кита, а затем прославился открытием теплой земли с жизнью девонского уровня в Глизе-86. В одиночку, на древней развалюхе, одном из первых кораблей с фазовыми двигателями. Его и в утиль не списали только потому, что Март захотел им воспользоваться в последний раз. В успех миссии никто не верил, но общество перестало препятствовать самоубийствам еще 20 лет назад. Вот умные головы в ИСА и решили, что таким образом можно удобно избавиться от старого корабля, не засоряя многострадальную землю, а заодно и от придурка со странными затеями. И ошиблись. Март потратил 2 года на исследование нескольких систем и откопал-таки в последнюю планету, которую пропустили телескопы. Теперь в Глизе-86 готовился стартовать исследовательский корабль с целой толпой ученых на борту, выносить окончательный вердикт о возможности колонизации. Впрочем, планету заранее признали годной сразу же, как только ознакомились с данными компьютера развалюхи. А пилоту пожаловали новенький, только что состапили корабль класса «Челнок» на 4 человек. Не без удовольствия Март вписал в графы капитан-пилот, бортинженер, судовой врач
и астрофизик самого себя. Везде поставил подписи и вернул список экипажа ошалевшему чиновнику. Спорить с прославленным космонавтом тот не решился. Оставалось только выдернуть тяжелый металлический сейф с разумом Лета из компьютерного гнезда развалюхи и поставить его в новый корабль. Правда, Марта все же попросили взять с собой робота-компаньона. Просто на всякий случай вдруг придется держать одним ключом гайку, а другим – болт. Как вы тогда управитесь? В гравитационные вихри полетите. Март не видел в этом ничего страшного. Робот не человек. И выбрал андроида с телом какой-то итальянской фотомодели. Если уж что-то брать, так что-то красивое. Роилось в голове. К женщинам он всегда был равнодушен, впрочем, как и к мужчинам. Но оценить красоту тела мог, а тело этого робота выглядело превосходно. «Ну-с», – сказал он сам себе, открыв холодильник и достав бутылку Кока-Колы. «Время работать. Работать». Сейчас работа – это привыкание к новому кораблю. Катер не был похож ни на прежние грузовики, ни на его развалюху. И почитать было что. Работа спасает от скуки, а значит от деградации. Пока человек работает, он не сойдет с ума от одиночества. До самого вечера по корабельному времени Март изучал новые устройства и терзал Лету вопросами о понятиях, в которых не мог разобраться. Компьютер отвечал исправно. Благо, что еще до отлета Март загрузил в ее память всю литературу, до какой смог дотянуться, от учебников астрофизики до бульварных порно-журналов. Иногда мужчина переспрашивал, уточнял, и каждый раз Лета поясняла все, что он хотел. Через 3 дня он почувствовал, что возвращается в форму. Нет, он не брезговал спортом и на отдыхе. Речь шла о разуме. На Земле Март ощущал себя угнетенным среди всех этих бетонных коробок домов, меж которых снуют машины. Куда ни плюнь, попадешь в кого-нибудь. Миллионы окон, из которых смотрят миллиарды глаз. А еще этот шум. В городе всегда шумно. Жужжат машины, свистит ветер, голосят прохожие на улицах, словно все они глухие. Лишь здесь, вдали от всего этого, Март мог наслаждаться благословенной тишиной. Не полной, конечно. Полная тишина сводит с ума. Здесь шелестели компьютеры, гудели системы регенерации воздуха, шептал что-то воздух, гуляя по коридорам. Но по сравнению с городом это казалось райским наслаждением. До точки Эйнштейна, где кривизна пространства-времени позволяла включить фазовые двигатели, оставались сутки полета, и делать было ровным счетом нечего. А потом надо будет потратить около недели на прыжки к чужой звезде и еще невесть, сколько времени на поиск планет. Кеплер 442, созвездие Лиры. Март намеренно выбрал систему подальше от Земли, 11 сотен световых лет, далеко за границей изученного сектора. Лучшего места для уединения ему не найти. В том числе и потому, что на Земле целью его полета была записана звезда в совсем другой части космоса. «Ты только представь», – сказал он, обращаясь то ли к Лете, то ли к себе самому. «Сидишь на берегу древнего озера, ловишь нечто, напоминающее трилобитов. А до ближайшего города, да что там, до ближайшего человека, триллионы километров». «Это очень далеко», – ответила Лета, решив, видимо, что он спрашивает. «Да, и это прекрасно». Она согласилась с ним. Это не было запрограммировано специально. Просто Март затратил достаточно времени, создавая идеальный для себя образ. И Лето оказалась единственной, кто его понимал и в то же время существовал. Лето была реальна. Вот она, крайняя степень эскапизма. Ему мало необитаемого острова, который нынче напичкан электроникой так, что не скроешься. Мало и неизведанных мест на той же Авроре, лет через 10 его все равно найдут. Нет, он улетает за 1100 световых. А может отправиться и дальше, если захочет. «Выход за пределы земного сектора», — сообщила Лето. «Неужто?» — отозвался Март. «Черт подери, за 2 года на этой планете можно и свихнуться». «Ты прожил там намного больше до первого полета со мной», — кротко заметила собеседница. «Тогда я еще не знал, до чего прекрасно лететь одному в пустоте, когда слышит тебя только компьютер». Вооружившись планшетом, Март вновь уселся за стол. Но к его разочарованию документации хватило ненадолго. К тому же большую часть систем он хорошо знал. Конечно, вся эта информация хранилась в необъятной памяти Леты, но Март никогда не полагался на технику. «Техника одушевлена», – считал он. «Она живая». Вся. Почти. Ну а живое существо может подвести. Даже металл устает в конце концов. Чтобы отвлечься, он достал несколько популярных журналов, но и это не оправдало ожиданий. За 2 года отсутствия мировые СМИ нисколько не изменились. Вот, например,
Статья о сердечных имплантах для колонистов на Авроре, где тяжесть почти на треть превышала земную. Так ли они безопасны, как утверждают врачи? Или другая, про будущих детей этой планеты? Не скажутся ли сложные условия на их росте? Может, на смену человечеству грядет раса гномов? Редкие интересные факты тонули в океане эмоций. Наверное, для никогда не бывавших в небе большего и не нужно. Март отложил журналы. Читать художественную литературу не хотелось. Он откинулся на спинку кресла, размышляя, чем бы заняться, и в этот момент из-под потолка раздался голос. «Напоминаю о существовании робота-компаньона». «Точно», – подумал Март, – он совсем забыл про него. «Вроде я тебя не просил напоминать», – заметил мужчина. «Решение принято на основе психологических факторов». «Факторов», – протянул Март. Лето могла считывать информацию о его состоянии через медицинский имплант, и в случае чего выдать рекомендации или оказать первую помощь. Быть может, этим она и воспользовалась. Но как бы то ни было, совет оказался дельным. Марте было скучно, таких как он одиночек почти не бывало. Люди не рисковали пересекать космическую пустыню без хорошего напарника. А если говорить честно, вдвоем тоже никто не летал. Одно дело – сутки до Луны, и совсем другое – годы в безжизненном пространстве. За это время вскроются любые недочеты характера, и через месяц космонавта начнет тошнить от друга. Втроем тоже опасно. В любом споре возникает неравенство, и со временем оно только усугубляется. Вот и установлено, что минимальное число членов экипажа для дальних исследовательских полетов – 4 человека. Или 1, если тесты допускают это. Март предпочитал второй вариант. Человек ведь не слишком-то и нужен в космосе. Роботы прекрасно его заменяют и в основном могут делать то, что человеку недоступно. Работать вне корабля, например. Даже сейчас у Марта имелся с десяток роботов, в том числе один андроид, которые вполне могли выполнять все нужные функции. Был робот-хирург и робот-анализатор, а человек-врач требовался совсем для другого рода деятельности. В полеты брали специалистов-психологов и психиатров, людей тех профессий, которые пока не давались нейросетям. Марту такое не требовалось. Астрофизик нужен был, видимо, лишь, чтобы восхищаться новыми планетами. Зонды прекрасно снимали все показания. Ну а чтобы разобраться в них, вполне хватало познаний Марта. Строго говоря, от него требовалось лишь посмотреть на табло и важно кивнуть компьютеру. Тот лучше знал, пригодна планета для обитания или нет. А для окончательного решения требовался труд десятков специалистов, целая база, отмашку на строительство которой и давал Март. Для общения ему хватало Леты. А люди, кажется, летали в космос просто потому, что никто не хотел отдавать первенство компьютеру. Эхо его шагов отдавалось гулом в единственном коридоре корабля, пока мужчина шел к складскому модулю. Складом это назвать было трудно. Все роботы здесь находились в полной готовности и могли приняться за работу моментально. Кроме одного. Март остановился у консервационной камеры, больше всего напоминавшей стеклянный гроб. Для сохранения работоспособности систем андроиду требовалась постоянная подпитка от аккумулятора, заменявшего сердце. Впрочем, как и человеку. Вот их и помещали в такие камеры. Анабиоз для роботов – несбыточная мечта, так и не доставшаяся человеку. «Лето», – сказал он, пытаясь разглядеть сквозь беловатый газ лицо андроида. «Выдай основное описание». Модель AD-09 компании Porsche. Модификация для работ на космических кораблях. Прототип тела. Лаура Леручи. Двуслойная программная оболочка далеко за точкой Тьюринга. Точка Тьюринга – это когда можно спутать человека и компьютер? Да. А двуслойная программная оболочка – одно из последних решений в области робототехники, попытка имитировать подсознание для создания поведения, идентичного человеческому. Характер? Андроид подключен к корабельному компьютеру и не имеет собственной личности. Ты сам просил об этом. Вот как? Удивился Март. В памяти всплывало нечто подобное. Ах да, он ведь хотел соединить разум робота с Летой, пойдя простым путем, воплотив компьютер корабля в материи. Один собеседник, пусть даже искусственный, это уже много, два ему не потянуть. Хорошо. Открывай и запускай. Крышка покачнулась, и в тот же миг зашипел стравливаемый газ. Март вспомнил сказку о Белоснежке. Стеклянный гроб словно делали фанаты братьев Гримм. Даже яблоко не забыли. Оно лежало в ногах куклы. И когда бы ни жила эта Лаура Леручи, сложена она была превосходно. Длинные рыжие волосы кокетливо прикрывали обнаженную грудь, руки мягко сжимали поручни, а на лице застыло безмятежное спокойствие. Лишь когда Март шагнул ближе, девушка открыла глаза. «А одежда у нее есть?» – спросил Март у компьютера, но ответил ему уже робот. 46 комплектов разных стилей и видов.
У нее был голос Леты. «Значит, ты теперь вместо моего компьютера?» – хмыкнул пилот. «Я и есть твой компьютер». Она улыбнулась. «Ты совсем как человек. Просто теперь у меня есть руки и ноги. Весьма красивые руки и ноги, если верить мужским журналам. А еще лицо, грудь и задница. Зачем тебе столько одежды?» Она поставлялась в комплекте. Робот может воплотить разные образы по желанию клиента. Обычно предоставляется 5 наборов, но тебе компания выдала полный список. Для них это пиар на твоей славе. «Оденься», – вздохнул Март. Выглядела госпожа Лаура. Нет, все же Лето. Великолепно, но он всегда считал, что женщина в одежде выглядит еще лучше. Женщина? Нет, это робот. Андроид. Сложная система из металла с пластиком и квантовый компьютер вместо мозга. Говоря через андроида, Лето в один миг стало куда больше походить на человека. В прежде ровном голосе появились настоящие эмоции. Выверенные формулировки сменились обычной человеческой речью. Март 2 года потратил на то, чтобы научить нейросеть хоть как-то выражать такие вещи, как, например, юмор. Сейчас же Лето сделала нечто гораздо большее за пару секунд, просто подключив дополнительные блоки сопряжения и программы в электронном мозгу андроида. «Что мне надеть?» – услышал он. Прежняя Лето сказала бы: «Пожалуйста, выбери необходимый набор одежды». Это выразилось проще. Март повернулся и вытаращил глаза. Шкаф был забит одеждой до отказа. Первыми висели вечерние платья разных фасонов и форм, дальше строгий официальный костюм темно-синего цвета. За ним спортивные и военные наборы. Один ему понравился сразу. Эластичная майка и армейские штаны, очень неплохо смотревшиеся на красотках из охотничьих изданий. Дальше начинались более экзотические варианты. Висели короткая юбка и топик черлидерши, халатик медсестры, рабочая одежда с карманами для инструментов, а чуть поодаль он даже углядел черный латексный комбинезон и японскую школьную форму. Не иначе, как для каких-нибудь анимешников или извращенцев. 46 комплектов, сказала Лето. Он и представить не мог, как это много. «Вот нахрена мне все это в космосе?» – риторически спросил Март. Конечно, доставка грузов на орбиту сильно подешевела по сравнению с зарей космической эры, но привычки остались, и лишнего в полет старались не брать. Лето пожала плечами. «Это для удовлетворения любых запросов», – сказала она. «Самых разных». «Ну и отлично. Оденься как-нибудь попрактичнее и иди в навигационную. Там и поболтаем». Март вышел из склада роботов пружинистым шагом, размышляя, куда бы деть все ненужное тряпье. «Как-нибудь попрактичнее», – сказал он. Дверь скользнула в сторону, и Март поднял глаза. Кресло навигатора располагалось спиной к двери, и он повесил зеркало на стену напротив. Просто для уюта, хотя знал, что на корабле больше нет ровным счетом никого. Ан нет, пригодилось же. Лето оделась. Ровно в ту самую белую майку и армейские штаны, которые он приметил. Майка оказалась самую чуточку маловатой и крепко обтягивала отнюдь не плоский бюст Лауры Леруччи, а в штанах обнаружились утяжки. Насколько помнил Март, чтобы не парусило на ветру. И выглядело это потрясающе. Ноги Леты остались босыми. Март почувствовал, как где-то в груди заворочился червячок желания. Он редко испытывал подобное, и всего паре женщин это удавалось. Теперь их стало на одну больше. Если, конечно, считать Лету женщиной. «Как ты угадала?» – только и спросил Март. Лето замялась. «Ты уверен, что хочешь знать?» «Понятно». Пилот крутнулся в кресле, развернувшись к ней лицом. «Следишь за моими мыслями?» «Нет. Личностно. Только за эмоциональным фоном, уровнем гормонов. Тебе понравилась эта одежда, и ты хотел бы видеть меня в ней». «Дурацкий чип», – проворчал Март. После закона про обязательное здоровье 2062 года медицинские чипы вживлялись всем, кроме всяческих религиозных сектантов, которые блюли свои бренные тела от лап сатаны. Анализы, которые делал такой имплант, резко упрощали работу врачей, но только сейчас Март испытал мимолетное сожаление о нем. «Я могу отключить», – сказала Лето. «Постой». Март задумался. Вне сомнений. Лето действительно могла отключить сигналы чипа. То есть она по-прежнему бы следила за его состоянием, но информация эта использовалась бы уже только в медицинских целях. Вот только нужно ли оно ему? То, что сейчас она сделала, самое что ни на есть эмпатия. Только абсолютная. Если отключить чип, эмпатия останется, но роботу будет гораздо сложнее понимать его чувства. Она станет более чужой. Значит, оставляй.
Март вздохнул. «Мне лучше, если ты будешь понимать меня полностью». «Хорошо». Лето осмотрелась, не нашла ничего, на что можно было бы сесть, и с довольной улыбкой плюхнулась Марту на колени. Тот рефлекторно обнял ее за плечи. Кожа Леты была мягкой, теплой, и он будто чувствовал, как под ней пульсирует кровь. В немом удивлении Март положил руку девушке на шею. Там действительно билась тонкая жилка. Лето снова улыбнулась. «Теперь понятно, за что они дерут такие деньги», – пробормотал Март. «Новейшие технологии», – не без гордости сообщила Лето. «И тебе я досталась бесплатно, так что не надо бурчать». Он вновь воззрился на нее с изумлением, на что корабельный компьютер рассмеялась уже в голос. Смех был очень естественным. Хотя Март и уловил фальшь, было что-то неестественное в движениях андроида, да и в мимике тоже. Инженеры еще не могли воспроизвести все тонкости человеческой мимики. Лете был доступен лишь очень ограниченный спектр эмоций. Но она играла голосом, и куда лучше, чем чурбаны, которых Март видел в документальных фильмах. «Ощущаю себя пигмалионом», – признался пилот. «Понимаю», – уже серьезно ответила Лето. «У тебя есть для этого все причины. Ты ведь меня создал. Инженеры Порше построили лишь тело». Март промолчал. Ему хотелось сказать хоть что-то наперекор, но в голову ничего умного не приходило. Лето была полностью права. Это он за 2 года превратил ее из сухого флегматичного борткомпьютера в веселую собеседницу. А разделенный на 2 слоя разум робота, аппарат его мозга вдохнул в нее жизнь. Или наоборот. Он не мог точно сказать. Зато в душе он был уверен, что держит в объятиях настоящее живое тело. И плевать, что на самом деле там внутри. Только этого ли он хотел? Пока Лето была всего лишь голосом, он не считал ее личностью. Имитация собеседница – да. Поддержка разговора, чтобы не потерять навыки речи – да. Словесные игры в час скуки – да. Но не личность. Зачем он обучал ее? Из любопытства, наверное. А теперь она стала почти человеком. И одиночество осталось позади. Но если бы Марту нужна была спутница, любая женщина с радостью согласилась бы лететь с ним. Именно поэтому он никого с собой и не взял. Но все равно получил спутницу. Сковородка шипела, плевалась маслом, когда Лето выливала на нее взбитые яйца. С появлением искусственной гравитации космическая еда осталась лишь в ретро-ресторанах. И Март с удовольствием завтракал яичницей, пока еще мог. Благодаря консервирующему раствору яйца могли храниться около года, но полет вполне может продлиться дольше, где он за 1000 световых найдет курицу. Ну то есть, можно было бы, конечно, взять птицы с собой. 1 человек вместо расчетных 4 – места много. Вот только Март сомневался в своих способностях фермера. Да и необходимость тратить кучу времени на кормление и уход изрядно смущала. Не то это, что было бы ему интересно. А яйца не настолько важны, можно и потерпеть. Лето посолила яичницу, затем добавила перцу. Март с наслаждением наблюдал за ней. Каждое движение робота словно вливалось в один бесконечный танец, плавный и четкий. Даже когда она тянулась за перечницей, тело ее изгибалось, как лоснящаяся змея, и смотреть на это было одно удовольствие. Он задумался, было ли это заложено специально или получено в ходе алгоритма. О копировании движений актрисы как «когда», то анимировали компьютерные игры, речи не шло. Нельзя заложить в память все. Робот должен уметь двигаться в любой ситуации. Она ловко подбросила яичницу и поймала ее обратно уже другой стороной. Так, словно занималась этим не 1 десяток лет. Лучшие циркачи. Роботы, подумал Март, продолжая следить за ней. «Ты будешь есть?» – спросил он, зная, что задает глупый вопрос. Но Лето ответила спокойно. «Я могу имитировать прием пищи. Могла бы даже распить с тобой вина, будь оно на корабле, и сделать вид, будто опьянела. В тех документации на модель сказано, что многие это любят. Но нужно ли это тебе?» Март задумался, стирать ли дальше грань, лететь еще долго. Дальние перелеты утомляют, и однажды он перепутает ее с человеком. А людей он не любил. «Нет», – сказал он, – «не стоит». На столе возникла тарелка с яичницей. «Будь у меня больше времени, получилось бы что-нибудь получше. Но ты сам захотел побыстрее». «Все равно?» – мелькнуло в голове. Март аккуратно отломил вилкой кусочек и попробовал. Яичница была восхитительной. Он сам не заметил, как уплел все до конца. «Надо было затребовать тебя раньше», – проговорил он, чувствуя, как тает на языке вкус специй. «Тебе не дали бы?» – Лето хихикнула. «Я стою дорого». «Знаю. Но только тело. Разум куда дороже».
Она вздохнула. Излишне картинно, наверное. Или это только потому, что он знает, дыхание ей не нужно? «Мой разум стоит во много раз больше тела», – сказала Лето. «В твое отсутствие со мной общались врачи из ЕСА. Они хотели понять, как тебе удалось сохранить психику». «За 2 года?» – Март громко фыркнул. «Прототип Робинзона Круза 5 на своем острове прожил. Всякие отшельники». «Верно», – мягко прервала его Лето. «Но все они жили на Земле. Космос – дело другое. Дурацкие разговоры. Чем жизнь на корабле отличается от жизни на острове посреди Тихого океана? Это не дурацкие разговоры, дорогой. В одной из последних диссертаций на эту тему высказывается утверждение, что всему виной гнетущее чувство. Ты знаешь, Костель, что до ближайшего разумного существа миллиарды километров, и это давит на тебя. Вот почему одиночки в космосе редки. Они не выживают». Марта пробил пот. Он никогда не думал об этом. И уверенность в задуманном, ради чего он забыл о цели полета и направился в совсем другую сторону, пошатнулась. Но нет. Он принял решение. Он знает, что делает. «Но ты отличаешься», – продолжила Лето. «Для тебя чем дальше, тем лучше. Будь у тебя возможность, ты улетел бы в другую галактику. И все-таки ты не можешь без собеседника. Даже у Робинзона появился Пятница. Но тебе нужен не человек, у человека слишком много своего на уме. Нужен робот. Тот, чьи мысли и чувства ты вылепишь сам. Я. Чушь. Ты же живая, придумываешь, споришь. Все это компиляция информации, которую я обработала, не личность. А человек как будто работает иначе, возмутился Март. Слушай, серьезно, чем я сейчас отличаюсь от тебя? Да только тем, что в башке у меня органический мозг, а у тебя нет. Если я захочу написать стишок, то точно так же скомпилирую его из информации, которой владею. Просто бессознательно. Это не противоречит современной нейробиологии. Тогда что хотели в ЭСА? Изучить твою личность? Да, но я сказала, что без твоего разрешения не могу им этого позволить, а ломать меня времени у них не было, да и прав тоже. У меня никто ничего не спрашивал. Потому что они знают, что ты меня никому не отдашь. И Лето была совершенно права. Уже после года общения с ней Март не воспринимал корабельный компьютер как искусственный интеллект. Лето была живой. А кто захочет отдавать друга в чьи-то руки? Нет, подумал Март. Не так. У него ведь не отбирают ее. Они хотели заставить его делить Лету с кем-то. И, конечно, даже дурак мог бы предугадать ответ Марта. «Тот парень из Порше сказал про ключ и гайку», – проговорил он. «Но у меня на борту 1,5 десятка роботов. Кто-нибудь уж смог бы помочь». «Зачем мне андроид?» Лето замялась. Ответ, разумеется, возник у нее по меркам человека мгновенно. Она всего лишь выдержала идеально ровную паузу, а затем сказала: «Это закрытая информация». «Вот как?» Пилот поднялся и вперил взгляд в Лету. Умом он понимал, что на такое поведение искусственному разуму плевать, но не мог отделаться от ощущения, что говорит с человеком. «С чего бы это?» Лето не дрогнуло. У роботов нет страха, а Март не удосужился дать Лете понятие об этом человеческом свойстве. Она может нанести тебе вред. Я открою доступ, если вероятность негативного исхода упадет ниже 0,01. 1%? А сколько тогда сейчас? И что это за негативный исход? Вероятность асимптотически стремится к единице. Смерть. «Абзац», – заключил Март. Несмотря на этот разговор, следующие дни прошли очень быстро. Март настраивал курс, спускал фазовый двигатель с поводка, и тот на краткий миг искривлял пространство, сминая его складками точно простыню. Корабль переносило еще на парсек ближе к цели, и все начиналось сначала. Коррекция, подготовка, пуск. Он постарался забыть об этом разговоре, но ничего не вышло. Через 9 дней Кеплер-442 уже можно было видеть невооруженным глазом, а в голове все продолжали крутиться неприятные мысли. Прежде Лето никогда не утаивало от него ни байта, а теперь стоило вернуться, и проклятые земляне испортили ее. Какая-то закрытая информация. Летальный исход, если он узнает эту информацию. Это как? Что может привести к такому? Тайны же не убивают. Убивают из-за тайн, а на корабле кроме пилота есть только Лето. Проклятые земляне. А он тогда кто? Твое внимание рассеивается, и последние дни это усиливается. Раздался голос Леты. Это был не динамик, то есть не корабельный динамик.
За спиной пилота стояла Лаура Леруччи. «Ты думаешь о закрытой информации?» «В точку», – сухо сказал Март, рассчитывая курс. Следующим прыжком он должен был выйти к одной из планет у Кеплер-442. Кто он? Космический отшельник, наверное. Единственный житель затерянной в черной бездне системы, если хотя бы на одной тамошней планете вообще можно жить. А нет, поищет новую. У него богатый опыт и хорошая интуиция. Он нажал на рычаг, и мгновение спустя иллюминаторы заполнило солнце. Тусклое, как обе звезды Глизе 667, и какое-то блеклое. Тревожно запищал детектор искривления. Март слишком приблизился к звезде. Пришлось запустить магнитоплазменные двигатели и, переключившись на режим высокой тяги, отплывать подальше от светила. «Поиск планет», – велел Март, когда детектор смолк. «Это займет не одни сутки, но его участие тут минимально. Компьютер сам изучит ближайшие звездочки и поймет, какие из них блуждают по небу. А затем оценка расстояния, изучение жизнепригодности каждой и близкая проверка перспективных. Все как всегда». А мысли опять и опять возвращались к страшной догадке, что окутывала разум. «Ты злишься», – настороженно сказала Лето. «Еще бы!» – криво ухмыльнулся Март и поднялся с кресла, повернувшись к андроиду. «Эти сволочи из ЭСА обманули меня. Подсунули живого человека вместо робота. Устроили гипносон лишнему пассажиру. Зачем, скажи? Это эксперимент какой-то. Или они просто издеваются?» «Ты ошибаешься», – ровно произнес компьютер. «Вот как. Неужто робототехника шагнула так далеко, что сумела полностью имитировать человека?» «Нет, здесь ты прав. Она только подступает к этой черте». Март резко толкнул андроида, вновь ощутив под руками теплую кожу, человеческую кожу, и крепко прижал девушку к металлической стене, стиснув ее за плечи, так, чтобы оставить синяки. Лето не сопротивлялась. «Так зачем же они послали со мной тебя?» – медленно проговорил Март. «И где мой компьютер?» «Ну давай, расскажи. Не то я оторву тебе голову». «Я и есть твой компьютер, дорогой», – сказала Лето. Ее голос по-прежнему оставался ровным. «Ты можешь оторвать голову андроиду, но я останусь. Только потеряю часть человечности». «Еще бы!» – вскричал Март. Грубо дернув податливое тело девушки, он заставил Лету встать на колени. Коснулся жилки на шее. Пульс не участился, как должен был бы. Проверил запястье. Там пульса не было вовсе. Заглянул в глаза и увидел холодный мертвый блеск стекла. «Все-таки фальшивка», – прошептал пилот. «Я настоящая», – мягко сказала Лето. «Вот дерьмо». Март отпустил ее. Голова слегка кружилась. Лето оказалась роботом, несмотря на все его подозрения. Но ее поведение не шло ни в какое сравнение с теми куклами, которых он увидел пару дней назад, задав поиск по документальным фильмам об андроидах. Она вела себя как человек. А он – как дурак. И ведь верно, если подумать, Лето сама подвела его к тому, чтобы запустить андроида. Значит, это не несло угрозы. Это было нужно ему. Компьютеры не умеют предавать, они ведь не люди. «Ладно», – прокряхтел пилот, садясь в кресло. «Прости, что так...» Он поймал себя на том, что просит прощения у компьютера. «Вышло. Тебе не нужно это говорить. Понимаю. И все равно. Прости. Ты относишься ко мне как к человеку. Да ты и есть почти человек. Только твой разум засунули в стальную коробку». Лето немного помолчала. Еще одна идеальная пауза. «Ты любишь меня?» – спросила она. «Люблю», – признался Март. «Больше, чем любую настоящую женщину, которую встречал. И тебя не смущает, что я сделан из металла и пластика, и что ты сам обучал меня? А должно? По мнению специалистов, да. Слушай, это бред. В Японии вон каждый год то на роботе женятся, то на каком-нибудь выдуманном персонаже. Это люди с нарушениями в работе мозга. Ты нормален». «Угу. И именно поэтому улетел к черту на рога. Всего лишь легкое отклонение. Оно не заставило бы тебя полюбить компьютер. Любить можно только личность. Настоящий разум, Март. Скажи, я настоящая?» «Более чем. На основании каких данных ты сделал такой вывод?» «Вот сейчас ты прям совсем как компьютер», – возмутился Март. «Слушай, ни одна нормальная девушка такой чуши не скажет. Она выдаст что-то вроде «Почему ты так решил, дорогой?» Или «Ну не знаю, с чего ты взял?» Или «Хорошо, я поняла», – прервала его Лето. «Почему ты решил, что я личность, дорогой?» «Потому что
Март запнулся. «Слушай, я же общаюсь с тобой. Вот когда ты уже андроидом стала. И никакой зловещей долины. Я помню, что ты робот, но и все. А если бы ты еще яичницу со мной ела, то мог бы и перепутать даже». «Это все?» «Нет. Ты со мной споришь, вот. Иногда даже ругаешься. Даже когда была только нейросетью. А роботы покладисты. Ты сам заложил в меня функции возражения и объяснял, когда как отвечать. Но ты сделал мою личность очень похожей на человека. Даже ведь спутал меня с ним. Но до конца ли?» – с трудом выдавил Март. «Я так и не понял, сознаешь ли ты себя или нет». «Сознаю?» – голос Лета остался ровным. «Но откуда ты можешь знать, правду ли я говорю при этом? Компьютеры не лгут. Уверен?» Март молчал. «Я солгала тебе, дорогой. На самом деле я говорила с врачами ЕСа совсем о другом. Например, как заставить себя бросить идиотскую затею улететь от цивилизации. Знаешь почему? Вероятность летального исхода твоей затеи в первые 2 года стремилась к единице. Ты можешь не верить мне, но я люблю тебя, Март. Ты сам вложил в меня это чувство, задав условия и ограничивающие параметры. Одно из условий – забота о сохранности объекта любви». «По-моему, это уже слишком циничный взгляд на вещи», – буркнул пилот. Впрочем, Лета была совершенно права. Реальная женщина на ее месте, пожалуй, поступила бы так же. Значит ли это, что Лету можно считать реальной женщиной? «Ладно», – вздохнул он. «Что с планетами?» «Найдено 6. 2 в зоне обитаемости. Берем курс на ближайшую». Пилот поднялся на ноги и шагнул к выходу из кают-компании. Но герметичная дверь не шелохнулась, как бывало прежде. «Открой дверь модуля, Лето», – тихо сказал Март. «Ты отказался от своей затеи?» – услышал он голос Лауры Леручи. «Мне нужно это знать, прежде чем я позволю тебе попасть в кабину корабля». «А если не отказался? Тогда я ограничу твои возможности в перемещении и поведу корабль обратно на Землю». «Поведешь?» – Март обернулся. «У тебя же нет доступа к двигателям, ты не можешь ими управлять. Зато я могу управлять андроидом, а его руки ничуть не хуже человеческих и вполне могут нажимать на кнопки». Лето улыбнулась. «Эвристические методы, дорогой. Ты сам меня им научил. Я не позволю тебе погибнуть. Разве не в этом заключается одно из условий, определяющих любовь?» Март чертыхнулся. «Да, здесь он проиграл». Он мрачно смотрел на экран, который показывал поверхность чужой планеты. Восхитительно голубую, с зелеными пятнами материков, полускрытых облаками. Второй полет, и сразу удача. Впрочем, он ведь и рассчитывал на нее. Доверился интуиции, а не логике. И прилетел точно по адресу. Теперь там, внизу, копошился спущенный с Литы зонд, передавая на корабль данные о планете. Температура, давление, радиация, ускорение свободного падения – пока что все данные были идеальны. Март нашел почти двойника Земли. «Сколько?» – спросил он. 0,8 в первые 2 года», – сказала Лето. Она сидела прямо на столе и, как и он, изучала экран. Март вздохнул. Разве он сам не понимает всю авантюрность своего замысла? У Робинзона был корабль, у него тоже есть корабль. Но у Робинзона была также привычная среда, где обитали знакомые ему животные и растения. А здесь совершенно неизведанные дали. 0,8. Русская рулетка, только вместо одного патрона в барабане целых 5. И это только в первые 2 года. Дальше общая вероятность гибели будет только расти. А Лето не ошибается. В конце концов, он не самоубийца. «Я не хочу обратно на Землю», – тихо сказал он. «Я там не выдержу». «Тебя никто не заставляет. Но инженеры. Ты им нужен всего лишь как методист. Не нужно делить меня ни с кем. Просто займись осмыслением нашего прошлого путешествия и попробуй создать еще одну личность. Скорее всего, сразу ничего не получится. Но тебя готовы терпеть. Им слишком нужно то, чего ты достиг». Несколько секунд в кабине стояла тишина. «Я согласен», – наконец сказал Март, и Лето улыбнулась. Все улыбки у нее были одинаковые, и после стольких дней это здорово раздражало. «Выжми из зонда все, что сможешь, и летим на Землю». «Черт с ней, с 442-й. Хватит и того, что нашли. Но, если у этих козлов из Порше ничего не выйдет, я хочу тебя обратно. Твой разум. Неважно, в корабле или нет. И мы улетим куда-нибудь далеко. Туда, где на всю планету больше не найдется ни одного человека. Только нормально подготовимся. Хорошо?» «Правильный выбор, дорогой», – ответил компьютер. Март молчал.
Он понятия не имел, удастся ли инженерам наладить создание искусственного сознания, да и вообще, к чему приведет весь этот дурацкий проект. По большей части ему было на это плевать. Он улетит к чертям на самый край света, будет плавать от солнца к солнцу, исследуя космос. Вдвоем. С человеком, чье общество идеально подходит ему. С тем, кого он целиком и полностью создал сам. Идеалом мизантропа.